Столицы Центральной Азии. В чем они превосходят друг друга? Столицы этого региона – разные города по своей истории, природе и географическим данным. Но их объединяет региональная близость, схожесть культур, а самое главное – персидское происхождение названий. Ашхабад – название города произошло от персидских слов «ишк» – любовь и «абад» – благоустроенное место. С 1992 года официально стал именоваться Ашгабад, так как именно эта форма более всего соответствует оригинальному туркменскому названию. Но в русском языке сохранено название Ашхабад, так и пишут и в самом Туркменистане. Прежнее название до 1919 года Асхабад, а до 1927 года Полторацк. Ашхабад – самый большой город Центральной Азии. Если взять по площади, то самым большим городом среди столиц стран Центральной Азии является Ашхабад. К городу в годы независимости была присоединена территория окружающих районов, и сегодня его площадь составляет 917,6 квадратных километров, что в 4,5 раза больше, чем Душанбе или 2 Ташкента. Самым жарким городом среди столиц Центральной Азии является Ашхабад. Климат Ашхабада субтропический, внутриконтинентальный, с мягкой, но для такой широты относительно холодной зимы и исключительно жарким летом. В отдельные годы возможна температура выше плюс 47 градусов Цельсия. Осадков выпадает не очень много, летом их почти не бывает. Средняя годовая температура плюс 17 градусов Цельсия. Душанбе. Официально Душанбе стал городом в 1925 году, но его название в письменных источниках впервые упоминается в 1676 году в письме эмира Балха, который тогда контролировал торговые пути в Индию. На этом пути был построен базар, и проводили его каждый понедельник. Поэтому название города переводится именно так. Ду – второй день, после субботы – Шанбе, то есть понедельник. Прежнее название 1924 по 1929 года – Дюшанбе. С 1929 по 1961 – Сталинабад. Душанбе по численности населения стран Центральной Азии занимает третье место – 1,2 миллиона населения. Душанбе, так же как и Бишкек, самые высокие, на максимальной высоте над уровнем моря среди столиц стран Центральной Азии. Душанбе находится на высоте 750-930 метров над уровнем моря в Гисарской долине. В Душанбе более высокая часть на севере. Климат Душанбе субтропический, внутриконтинентальный. Несколько смягчается горным положением города. Лето в Душанбе длительное и жаркое, осадки очень редки. Средняя годовая температура плюс 14,5 градусов Цельсия. Бишкек. В начале 19 века Каканское ханство построило в Чуйской долине несколько крепостей, чтобы контролировать торговые пути, а также держать в покорности привыкших к свободе киргизов. Затем эти крепости русской армии были взяты, а одна из них, Пишпек, стала центром освоения края. С 1878 года Пишпек стал городом. Возможно, это название восходило к персидскому слову «пешгох», что могло означать «предгорье». Но в Кыргызстане более популярная народная версия, которая гласит, что это от слова «бишкек». Так называли деревянную лопатку, которой взбивали кумыс. Прежнее название до 1926 года – Пишпек, до 1991 года – Фрунзе. В Бишкеке проживает около 1 миллиона населения, но живут здесь гуще.
Плотность населения составляет около 7 тысяч человек на 1 квадратный километр. Как я уже говорила ранее, Бишкек находится на максимальной высоте над уровнем моря среди столиц стран Центральной Азии. Большая его часть возвышается к югу. Климат Бишкека находится в границах субтропического, внутриконтинентального и резко континентального типов. Воздух Бишкека прохладнее и суше. Норма осадков не очень большая, а средняя годовая температура плюс 12,2 градуса Цельсия. Ташкент существует со II века до нашей эры. Древнее название оазиса Чач зафиксировано в надписи 262 года персидского царя Шапура I на Каабе Зороастра. В транскрипции китайских источников оно передано как Ши, а арабских – Шаш. Впоследствии этот термин вошел в тюркские языки как Таш. Его персидское имя Чач или Шаш и тюркское имя Ташкент означают одно и то же – каменный город. Прежние названия – Чач, Шаш, Мадинат аш-Шаш, Бинкент, Бинкет и Бинкат. Самым густонаселенным городом среди столиц Центральной Азии является Ташкент. По данным 2022 года в городе проживают более 3 миллионов людей, а численность населения превышает по агломерации 5 миллионов. Плотность проживания людей – 8 тысяч человек на 1 квадратный километр. Ташкент расположен на высоте 455 метров над уровнем моря. Ташкент по своему климату похож на Душанбе, находится в той же климатической зоне, что и столица Таджикистана. Но из-за отсутствия высоких гор в окрестности тут немного жарче летом и холоднее зимой. Средняя годовая температура плюс 14,8 градусов Цельсия. Астана. Слово «Астана» персидского происхождения, первоначальное значение – порог, затем стало использоваться и значений двора или столицы, а город с 1862 года. Прежние названия – Нур-Султан до 2022 года, Астана до 2019 года, Акмола до 1998. Вторым по численности населения среди столиц стран Центральной Азии это город Астана, у которого более 1,4 миллиона жителей, а плотность проживания – 1500 человек на 1 квадратный километр. Вторая по величине площади столица Центральной Азии – Астана, которая расположена на 797,33 квадратных километра земли. Астана расположена на 347 метрах высоты над уровнем моря. Астана также самая холодная столица Центральной Азии. У нее, в отличие от других столиц региона, резко континентальный климат. Лето жаркое и сухое, а зима морозная и долгая. Нередки случаи, когда летом жара может перевысить 40 градусов Цельсия, а зимой возможны морозы до минус 50 градусов. Средняя годовая температура плюс 3,5 градусов Цельсия. Аудиорассказы от Эдемы Элай.